Рада приветствовать вас на своем канале Цветок Персика. Меня зовут Наталья, и сегодня мы продолжим серию мастер-классов по созданию композиции с цветами. Итак, мы продолжаем формировать наш бутончик полураскрывшийся, и остальные лепесточки вот по краю мы сделаем штукатуркой белого цвета. Вот я ее выложила на палитру, зеленую штукатурку пока убрала. И делаю в нашу основу. Да, мастихин я взяла немножко поменьше. Совсем на немножко. Потому что мне здесь внизу не нужны пышные лепестки. И вот я сделаю сразу несколько лепестков. И затем выложу их на работу. Такой лепесток. Дальше. Лепесток, и сразу у них отсекаю нижнюю ненужную часть. Так. Еще лепесток, я думаю 3, может быть 4 лепестка нам будет вполне достаточно. Лепесток. Так, ну еще один сформирую и посмотрим. Штукатурку разгребаю в кучку, чтобы она не так сильно у меня высыхала, чтобы подготовить, разгладить ее сразу к набору последующих лепестков. Так, что я теперь делаю? Я разверну работу ближе к себе. Так, с какой стороны-то мне начать? Возможно, я даже объединю пару лепестков вот таким образом, чтобы установить сразу лепесток, который будет у меня больше. Вот такой лепесточек у меня получился. Мы его устанавливаем на работу. Я приподнимаю его вверх, как бы изгибаю форму. С этой стороны фиксирую за краешек лепестка, чтобы лепесток у меня надежно лежал на работе. И аналогичным образом мы установим оставшиеся лепестки. То есть здесь у нас уже будет формироваться цветок, который полностью раскрывшийся будет, поэтому
Я лепесточки не делаю слишком далеко отходящими. Этот лепесток я изогну в другую сторону. Вот таким образом. У меня есть еще лепесток, но, наверное, нам понадобится дополнительный лепесточек. Но сейчас посмотрим. А может и не понадобится. Лепесток я установлю вот так и расположу его на листочках, чтобы он опирался на эти листочки. У него будет естественная такая загнутая форма. Вот. И да, у нас тут просится еще один лепесточек. Сейчас мы его сформируем. Помним, да, что мы делаем стелящие движения мастихином, совсем маленький угол наклона между мастихином и палитрой, чтобы лепесток у нас получился тонкий, и чтобы он у нас получился рваный, мы набор делаем как бы немножко в сторону. Вот такой лепесток. Я отсекаю острый край. Беру его на вспомогательный мастихин. И устанавливаю на работу. Так. Загибаю листики, то есть они совсем не должны у нас быть строго ровненькие. Вот. И сейчас вот эти зеленоватые листья как бы направляю к серединке. И вот здесь между белыми и зеленоватыми листьями просятся еще небольшие элементы, небольшие лепесточки. Мы их сейчас сформируем маленьким мастихином. Вытираем. Так, этот мастихин я так расчищу. Так, и маленьким мастихином мы делаем набор небольших лепесточков, которые установим край штукатурки немножко подсох. Сейчас его размешаю, перемешаю между собой. Вот. Для удобства я разглаживаю штукатурку, чтобы мне удобно было набирать рваный лепесток. Я выпрямляю лепесточки. И вот с этой стороны у меня тоже образовалось пространство, в которое хочется добавить лепесток. То есть я их мало того, что выправила, я еще форму самого бутончика подправила, чтобы он у меня как бы немножко стал смотреть назад, чтобы появился небольшой угол наклона. Вот таким образом. То есть помним, что мы корректируем форму всего цветка для того, чтобы увидеть, что у нас где-то деформировалась форма, что-то где-то пошло не так. Мы крутим работу, потому что с разных углов зрения
мы видим те или иные моменты по-другому. Так, я начну. Сейчас еще вот с этой стороны хочется подправить. Здесь у меня салфетки. В общем, какие-то лепесточки тут у меня получились все-таки непонятные. Их приподниму к работе. Вот перед работой я с особой тщательностью загущала штукатурку. Но такое ощущение, что она снова отсырела, потому что лепестки, вот они не держат форму, то есть вот эти все лепестки дальнего плана, они у меня все какие-то отпавшие. И даже когда я попыталась туда подсунуть салфетку, чтобы они у меня форму имели, то есть штукатурка какая-то все равно она непонятная. Надо, видимо, к ней еще больше привыкать. Это я говорю про акварель Ривьера. Как-то я с ней пока не могу совладать. Видимо, мне надо больше времени на то, чтобы к ней приспособиться. Итак, я делаю несколько небольших лепесточков, которые мы подсадим в те промежутки между лепесточками, которые требуют дополнительных небольших элементов в виде маленьких лепесточков. Я их сейчас сразу сформирую несколько. И потом разом буду устанавливать на работу. Так, вот один лепесток, который не хочет срезаться. Так, почему? Делаем еще. Еще лепесток, который почему-то также не хочет срезаться с мастихином. Какой-то прям заговор лепестков. Так, но мы все равно с ними справимся. Делаем еще. Так, и еще. Еще лепесток. И еще. То есть, вы видите, я делаю совсем небольшие лепесточки, которые сами по себе на лепесточки-то не похожи. Но для заполнения пространств, которые у нас где-то между лепесточками образовались слишком большие, и куда полноценный лепесток, например, не поместится, то вот такие элементы, тем более в пионе, они являются спасением. То есть они визуально придают дополнительный объем и пышность в целом цветку, целостность какую-то. Вот лепесточки. Они получаются все разные.
Ну что, пока лепесточки маленькие, они будут очень быстро подсыхать. Пока этого не произошло, я предлагаю их попытаться установить на работу. Вот что мне для этого надо. Вот у меня есть вот два этих лепестка, они довольно длинные. Вот этот и вот этот. Я их, наверное, располовину. И буду использовать вот такие маленькие элементы. Вот такой элементик. Я его дополнительно разглажу. Вот я его разглажу и установлю вот в этой части. То есть большой лепесток мне здесь не нужен. А вот такой кусочек, половиночка, получается самое оно, чтобы снять мастихин, я использую вспомогательный мастихин. Вот, то есть вот эти вот пространства, они заполнены, и цветок сразу начинает быть более полным и более целостным. Вот возьму еще один такую половиночку. Хотят сегодня лепесточки у меня садится мастихин. Вот. То есть там, где получается слишком большие пространства, мы подсаживаем вот такие вот дополнительные лепесточки. Тем самым работа становится более интересной, а пиончик выглядит более пышно. Не забываем расправлять лепесточки, которые мы сформировали до этого. Так. Крутим работу и смотрим, где еще требуются дополнительные лепестки. Вот в это пространство тоже хочется добавить лепесток. При этом вы его можете устанавливать как прямо, так и перпендикулярно. То есть смотреть, как конкретный лепесток лучше ляжет на работу. Так, где надо, пользуемся вспомогательным мастихином. Вот лепесток. Вот он у меня лег таким образом. Как бы вторым слоем. Но сюда я тогда добавлю еще один лепесток. Вот в это пространство. Мне тут нужен небольшой лепесточек. Так. Вот таким образом. Так. А еще лепесточек устанавливаем.
более приподнятый, какой-то более горизонтально расположенный, какой-то более крученый, с заворотами. То есть пробуйте, экспериментируйте, потому что лепесточек порой сам подскажет, как ему хочется быть установленным. Иной раз лепестки, как бы имеешь задумку установить их одним образом, а лепесток как-то изгибается и устанавливается сам совершенно не так, как ты предполагал, а в итоге получается нормально. Так, лепесток у меня уже подсыхает. Установим. И посмотрим, что, возможно, уже и достаточно лепесточков. В принципе, наполнять пион можно бесконечно долго, но для этого нам нужны очень тонкие лепесточки. Можно вот здесь вот так немножко приоткрыть. Вот. Ну, в принципе, я думаю, для полураскрывшегося цветочка этого будет достаточно. Вот, мы с вами закончили еще один этап, еще одну часть нашего мастер-класса по формированию композиции с цветками пиона. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо, что были вместе со мной, делали вместе со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока-пока, до встречи в новой части мастер-класса, где мы будем формировать цветок и еще один цветок